Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня вы узнаете, как размножить дорогие гибриды томатов и можно ли собирать семена с гибридных перцев и огурцов. Итак, вначале поговорим про томаты. Как правило, если почитать любую литературу, научную, по агрономии литературу, есть рекомендации, вернее указания, что собирать семена томатов можно только лишь с сортовых растений. То есть, если у вас какой-то сорт, то, собрав семена, эти сеянцы полностью сохранят родительские свойства. То есть, томаты ваши вырастут такими же вкусными, сладкими, будут такими же урожайными, устойчивые там к каким-то определенным условиям и так далее. Что касается гибридов, то с гибридов не рекомендуют собирать семена. Почему так? Потому что происходит расщепление. И уже семена, собранные с гибридов, вот эти сеянцы, которые вырастут даже в первый год посева, уже произойдет расщепление. Могут отличаться томаты как по вкусовым качествам, вот эти плоды будут другого вкуса, более кислыми, например, по форме, по размеру, по урожаю и, конечно же, по каким-то особенностям, могут быть более слабыми к заболеваниям. Но все же гибридные томаты можно размножить, и речь идет о вегетативном размножении. Например, вы купили какие-то очень дорогие семена томатов, где-то из-за границы выписали семена, коллекционные семена, какие-то очень дорогущие гибриды, где в упаковочке всего лишь несколько семян. Как же их быстро размножить? Следует сделать ранний посев томатов. Например, вы можете посеять томаты в январе месяце, уже на рассаду. Затем, когда томатики ваши подрастут, вы можете размножить их вегетативно, пасынками. Вот, например, посмотрите, у меня томатик здесь на столе, в комнатных условиях выращивается, это балконное чудо, и уже очень много плодов. Здесь было также много очень пасынков. Я пасынки удалил, мне они не нужны. Например, если бы я захотел вырастить, да, вот этот томат, я бы эти пасынки просто отломал, поставил в воду, укоренил, и в итоге у меня получилось бы большое количество рассады. Балконное чудо – это сортовой томатик. Сортовые тоже таким же способом можно размножать, если у вас ограниченное какое-то количество семян. Но вот для гибридных томатов это самое лучшее решение. Вы за вот этот период зимний можете размножить много рассады получить, даже из одного кустика. Постоянно пасынки будут отрастать, отламываете и высаживаете. И в итоге, например, вы посеяли там 5-3 кустика гибридных томатов, и из них вы можете вырастить и 30, и 40 кустов, и затем в теплицу их посадить весной. Есть одно правило при укоренении вот этих пасынков. Ни в коем случае нельзя оторвать пасынок, отломать, либо отрезать и сразу же поставить в воду. Срез вот этот должен чуть-чуть подсохнуть. Если сразу его в воду поместить, может произойти загнивание. И в итоге никаких корней не появится. Поэтому сорвите пасынок, чуть-чуть подождите, чтобы вот ранка это подсохла. Затем, чтобы процессы укоренения шли очень быстро, берем обычно стаканчик с водой и сенную палочку. Например, вот такую профит, сенную палочку. Понадобится 1 чайная ложечка на стакан воды. Размешиваем все и в этот стаканчик ставим наш пасынок томата на укоренение. И в итоге очень быстро этот пасынок укоренится. И затем вот эта вот сенная палочка будет защищать наше растение от различных заболеваний. Будь то в стадии рассады при домашнем выращивании и в дальнейшем, когда вы посадите на постоянное место. Что касается сбора семян из гибридных перцев. Перцы чуть-чуть ведут себя по-другому. И вот если вы соберете даже из магазинных вот плодов, зайдете в магазин, купите красивый перец, ярко-оранжевый, красный, каких там только не продается, и в большинстве случаев это гибриды. Если вы соберете семена, посеете их, и у вас в первом поколении произойдет небольшое расщепление. Практически все вот эти сеянцы сохранят родительские свойства по урожайности, по вкусу плодов, по устойчивости к различным заболеваниям. Расщепление будет незначительное. Но если вы уже опять же из этих выращенных сеянцев, с них сорвете плоды, соберете семена и уже на следующий год опять их посеете, уже расщепление будет более значительным. Поэтому самый простой такой способ, если хотите сэкономить на семенах, просто каждый год в магазине купите перчик, соберите семена и посейте. И у вас непременно получится неплохой урожай.
Конечно же, бывают и исключения, бывает происходит более резкое расщепление уже и в первом поколении, но как бы экспериментировать не запрещается. К тому же обратите внимание, что зачастую в магазинах продаются перцы, вот эти гибридные, поздних сортов, и если вы собираетесь их выращивать в открытом грунте, урожай может и не созреть. Лучше вот такие перцы выращивать в теплице. Теперь про огурцы. Значит, есть различные гибриды огурцов. И в последнее время самые популярные — это партенокарпические гибриды, которые растут в теплице и не требуют опыления. Вот как раз-таки с партенокарпических гибридов все-таки семена собирать не стоит. Во-первых, в таких плодах редко созревают семена, иногда и вообще семя не образуется. А если и вызревают, случается резкое расщепление. И сеянцы это 100% не сохранят вот этих партенокарпических свойств. То есть уже выращенные сеянцы из вот этих семян, если у вас получится семена собрать, сеянцы будут уже не партенокарпические, будут пчелоопыляемые. Поэтому нет смысла с них семена собирать. Что касается пчелоопыляемых гибридов, на них также указана маркировка F1, но в описании указывается, что это пчелоопыляемый гибрид. Вот как раз таки с пчелоопыляемых гибридов семена еще и можно собрать. Да, будет расщепление по сортовым свойствам, но иногда расщепление абсолютно небольшое, поэтому экспериментировать опять же можно и собирать семена вот с этих пчелоопыляемых гибридов и высевать. Порой огородники даже разницу не замечают. Происходит как бы опять выведение сорта своего рода, да, и вы каждый год, опять же, с этих огурцов собираете семена, и они радуют урожаем. Но бывают, конечно, также исключения, но во всяком случае, как я говорю, эксперименты делать никто не запрещает. К тому же сейчас огородники нередко сталкиваются и с обманом со стороны производителей, к сожалению большому. И зачастую производитель под видом гибрида фасует просто в упаковке какие-то сортовые семена, и накручивает стоимость. А в итоге, казалось бы, это гибрид, а на самом деле сорт, и никакого расщепления не происходит. И вот такая ситуация сплошь и рядом случается. Поэтому не бойтесь вот этих надписей на упаковках, что это гибрид какой-то. Экспериментируйте. И иногда эксперименты даже очень и очень удачные. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.